Всем привет! Вы на канале Living and Paradise о жизни в Греции. И с вами, как всегда, Константин и Лариса. Сегодня Константин в качестве оператора в наше выступление. Сегодня в Греции большой праздник, и мы направляемся ближе к набережной, где будет проходить парад в честь этого события. И постараемся вам что-нибудь интересненькое записать и показать. Погнали! Друзья, мы пришли пораньше, чтобы посмотреть, что здесь за парад будет. И немножко поснимать. Ждем, пустая дорога. Друзья, в Греции на всех балконах есть такие флагштоки. Или не флагштоки, в общем, куда можно поставить флаг. И в праздничные дни мы выставляем флаги таким образом. Вообще мы услышали музыку, мы подумали, что там играет оркестр, как обычно. Бежали, сломя голову, чтобы успеть что-то запечатлеть. А оказалось, когда мы подбежали, оркестр сделали потише. Ну, то есть это была просто музыка. Играла. Не живой оркестр. Куда ты опять бежишь? Корабль, смотри. У нас пришвартовался американский десантный корабль. И мы хотим его сейчас посмотреть, пока еще парад не начал. Вообще, конечно, поражаюсь грекам. Мы тут оделись, как вообще в зимней куртке. Я так смотрю народ, который мимо проходит. Чуть ли не в футболочках, да? Даже курточки у них в руках. Им жарко, они разделись. Не знаю, очень холодно. Странный октябрь. Октябрь холодный, ребят. Не знаю почему. Наверное, опять же, изменение климата, там все такое. Глобальное потепление, наверное. Глобальное потепление. Сейчас мы выходим к набережной. Да, в общем-то, в наш залив Термоикос по каким-то праздникам, ну, иногда, по-моему, года 2 назад, 3 я видел, заходил даже американский авианосец. Ну, зрелище было очень классное. Это реально целый город. Поэтому мы, когда выбираемся ближе к каким-то праздникам, стараемся выйти на набережную, посмотреть, не подошел ли какой-нибудь большой корабль, чтобы его видом насладиться. Есть один корабль вот там, но он не такой большой. А вот наши салоники. Ясная погода, все видно. Друзья, сегодня у нас 28 октября 2021 года. И сама эта дата на календаре означает для нас, для греков, очень большой праздник, который называется праздник Охи. В переводе это означает праздник нет. Ребята, краткая предыстория этого праздника. Значит, 28 октября 1940 года премьер-министру Греции Иоаннису Митаксису, послом Италии, был выдвинут ультиматум, в котором предлагалось либо пустить на территорию войска страны оси, которые заняли бы ключевые точки, что означало бы, в принципе, оккупацию страны, либо это грозило войной. Иоаннис Митаксис ответил коротко, словом «нет». И после этого, значит, ультиматум был поставлен в 4 часа утра, и уже в 5:30 итальянские войска с территории Албании попытались прорваться на территорию Греции. В ходе ожесточенных боев греки сдержали натиск и перешли в итоге в контрнаступление. То есть итальянская наступательная операция, в принципе, захлебнулась, и до вмешательства войск Германии в 1941 году итальянская армия ничего не могла сделать. Если быть немножко объективным, как писал итальянский посол в 1945 уже году, он, выдвинув ультиматум Митаксису, пригрозив войной, Митаксис ему ответил: «Итак, значит, война». В ответ на это посол сказал, что мы могли бы избежать жертв, если бы генерал, на что Митаксис оборвал его и четко сказал «нет».
И, в общем-то, через 1,5 часа началась война. Посол в своей книге пишет, что он был восхищен ответом Метакса, который предпочел жертвы простому подчинению. Значит, в итоге всех этих боевых действий, когда Муссолини понял, что Грецию ему не удастся завоевать своими силами, он попросил помощи у своего союзника, у Германии фашистской. Частично германская военная машина развернулась с Германо-Советского фронта, и часть войск была введена в Грецию. И, в общем-то, в ходе ожесточенных боев Греция была завоевана Германией. Но отмечу, что в мае 1941 года в своей речи в Рейхстаге Гитлер сообщил, что никто в Европе, никто так ожесточенно не сопротивлялся, не боясь смерти, как это делали греки. На тот момент сопротивление Греции, еще и контрнаступление, и греки отвоевали еще и Албанию у итальянцев. Это были, по сути, первые победы, одержанные против стран оси на европейском континенте. В общем-то, мы идем на парад смотреть какую-то технику, там кто-то будет из правительства, из руководства страной. В общем, что-то снимем, покажем, пойдемте. Этим странам оси, походу, не спалось. Один дурачок напал в 4 утра. Другой, значит, ультиматум выдвинул в 4 утра, в 5:30 напал. Явно у них что-то было, проблемы со сном. Хотела добавить в предысторию, которую озвучил Константин, что Метаксис, конечно, не был провидцем и не мог предугадать дальнейший ход событий в зависимости от своего решения. Но на данный момент он думал только о своем народе и боялся как бы либо положительный ответ на предложение итальянцев. Он окончательно не развалил страну, потому что народ уже устал от постоянных стычек с итальянцами в отношении дележки территории. И своим ответом, конечно, он сплотил народ греческий, поэтому они так и рьяно отстаивали свои территории и принимали участие в действиях. Просто греки хорошо знают, что такое свобода. Один из основных девизов греков — это свобода или смерть. Здесь все перегорожено в охране, в полиции. Но мы здесь свободно везде, по сути, передвигаемся. Никаких препонов нам никто не строит. Единственное, что ближе к параду уже огородили дорогу в целях безопасности, чтобы здесь никто не бегал. А так, в принципе, все везде, доступ везде свободный. Не представляю даже, если бы мы так в Москве пару раз перебежали бы, перешли бы то место там, где руководство страны собиралось сидеть. Наверное, уже сидели бы в участке. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Να μας πείτε και εσείς δύο λόγια για τα συναισθήματα. Ну, против είμαστε εδώ. Να δούμε τι, πώς θα πάει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Что ты попал в телевидение? Посмотрит тебя? Если не срежет. Если не срежет. Ну и что какое-то? Че? Знаменитость. Ничего себе, бля. По телеку будут показывать. Если бы его еще кто-то смотрел в наше время. Ну что, парад начинается, я думаю. Главное лицо страны приехало, поэтому...
время выступления пилотажной группы «Зевс» пилот истребителя поздравил всех с праздником по радиосвязи. Πέρασαμε 51 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Χριστού Παλαμά, το συμμετοχή των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Η στροφιά στα πείραμα μετριέται με το αίμα. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά Μακεδονία. Парад закончился фееричным выступлением парашютистов, которые совершили прыжок с высоты 2000 метров и приземлились прямо в назначенную точку перед трибуной для первых лиц. Ну что ж, парад закончился на очень впечатляющей нотке. Парашютисты приземлились в точно назначенное место. Очень поразило отношение жителей, которые постоянно аплодировали и своей армии, и своей полиции, и пожарным. В общем-то, очень такое было положительная атмосфера, и приятно мы провели время и получили массу впечатлений. В таком воодушевляющем настроении мы заканчиваем свое видео. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Ставьте лайки, комментарии. Всем пока, до встречи. Друзья, всем пока. Пока.